Полуночная газета. Автор рассказа Midnight Paper. Прошу прощения за мое долгое отсутствие. Это была самая трудная для меня запись в ежедневнике. Мне даже нечего добавить к предисловию. Я опубликую это, и вы поймете почему. Это было самое болезненное и медленное пробуждение. Боль тлеющим угольком отдавалась в моем затылке, пульсируя и напоминая мне о том, что произошло в мотеле. Мое тело казалось мне таким далеким, словно голова, руки и ноги вытянулись на метры. Все мои реакции и чувства замедлились до тех пор, пока я не открыл глаза. Как только я это сделал, я пришел к ужасающему осознанию. Я был в гостиной, в нашем доме. Мое тело тут же перешло в скоростной режим. Преодолевая боль и дезориентацию, я, наконец, восстановил над собой контроль. Я попытался встать, но понял, что на самом деле сижу. Мои запястья были крепко связаны между собой за спинкой стула, а лодыжки были привязаны к ножкам так крепко, что я не чувствовал своих стоп. То, что я был привязан к стулу, который мои родители подарили нам с твоей матерью на нашу свадьбу, в нашем собственном доме, вызвало во мне ранее невиданный гнев. Мое сердце бешено заколотилось, усиливая жгучую боль в затылке. Я был на пределе злости. Потом я обернулся и увидел тебя. Ты сидел связанным в нашем обеденном кресле, которое было таким большим, что им пришлось оставить твои ноги развязанными. Твои глаза были закрыты, а голова неестественно свисала с поникших плеч. Я попытался окликнуть тебя, но что-то мне мешало это сделать. Мой все еще несколько замедленный разум догадался, что вокруг моей головы был обернут скотч. Тот же, что скреплял мои запястья и лодыжки. Эти уроды взяли его из нашего гаража. Как раз в тот момент, когда в голове промелькнуло лицо Чака, напомнив мне о том, кого я должен был поблагодарить за наше нынешнее затруднительное положение, эта тварь сама появилась передо мной. Он махнул рукой, почти извиняясь. Я вжался в кресло, пытаясь вырваться из своих оков, чтобы задушить его, но скотч слишком крепко держал мои конечности. Так сильно, что онемение рук и ног из-за нарушенного кровообращения к тому моменту перешло в леденящую боль, которая волнами накрывала меня при каждой попытке рвануть вперед. Как долго я пробыл без сознания? Не меньше часа или двух. Я бросил взгляд на твои крошечные ручки. Они были такими красными, почти фиолетовыми. Это могло запросто повредить какой-то нерв, из-за чего впоследствии ты мог бы потерять руки. А все из-за того, что наши чертовы соседи опустились так низко, что посмели привязать бессознательного 10-летнего ребенка к стулу. Я повернулся, чтобы посмотреть на Чака и убедиться, что мой взгляд передает ту ненависть, что горела в моих венах. Чак поднял руки. «Это не моя вина», — сказал он жалким трусливым голосом. «Нас заставили сделать это. Ты думаешь, это тебе тяжело? Ты вполне цел, а твоя собственная семья не истекала из-за тебя кровью». Чак направился к обеденному столу. Я проследил за ним глазами, остро осознавая тот факт, что в одной руке он держал нож. Я чуть не подавился собственной слюной, когда увидел, к чему он подошел. Там на столе, рядом с ящиком с инструментами и несколькими рулонами скотча, лежала белая коробка с настольной игрой. На доске осталось 2 фигуры, а еще 3 лежали вне игровой доски, опрокинутые, как побежденные короли в шахматах. У Чака как раз было 3 детей. «Я не могу сделать ход, пока не вернется моя жена», – пробормотал Чак, не оборачиваясь. «Поверь мне, если бы я мог ускорить этот процесс, я бы сделал это. Я почти на финише. О, чуть не забыл». Чак проигнорировал мои приглушенные вопросы и вышел из комнаты. Я бросил еще один взгляд на твои руки. Они уже синели. Я был уверен, что мои конечности выглядят так же. Я услышал ворчание Чака еще до того, как увидел, как он вернулся в комнату. Я узнал этот звук. Звук, который кто-то издает, когда несет что-то тяжелое. Потом я увидел, как он с трудом затащил в гостиную наш телевизор. Он поставил его передо мной, оставив выключенным. «Нужно подождать», — сказал Чак, подходя к обеденному столу. Ждать пришлось недолго. Примерно через 10 минут раздался предательский хлопок включающегося телевизора. На экране вспыхнула белая вспышка. Затем рябью начала появляться картинка. Передо мной возник мужчина в сером костюме, сидевший за большим письменным столом. Позади него был темный фон с яркой вывеской. В ту секунду, когда я прочитал, что она гласила, у меня перехватило дыхание. «Новости о вас». «Добро пожаловать в новости о вас и добрый вечер», — сказал ведущий.
Его голос был маслянисто-мягким и насыщенным, как шоколад. Произнося это, он дружелюбно улыбался, сверкая жемчужно-белыми зубами. «Сегодня вечером мы продолжим наш репортаж о жизни, казалось бы, обычной жены и матери. Взглянем на нашу прямую трансляцию». Ведущий слегка дернулся в своем кресле, когда на экране появилась картинка в картинке. Рядом с ведущим возник прямоугольник с трансляцией. На ней показывали машину, едущую по улице. По нашей улице. Это была машина Чака. «Мы получили сообщение, что прямо сейчас миссис Лили направляется к себе домой. Она не ведет машину, а лежит на заднем сиденье со связанными за спиной руками». После этих слов ведущий улыбнулся, как будто он сообщал какие-то хорошие новости. Через телевизионный экран я наблюдал, как машина заезжает на нашу подъездную дорожку. Мое сердце начало биться все быстрее и быстрее от осознания, что твоя мама была на заднем сиденье, что ее руки связаны и что скоро она появится в гостиной. А эти психопаты смогут совершить то, что планировали. Входная дверь открылась, и ведущий снова заговорил. «Согласно нашим источникам, миссис Хадсон вошла в комнату. Как только голос по телевизору договорил, в комнату вошла твоя мама. Моя Лили. Ее руки все еще были связаны за спиной, а рот заклеен скотчем. Одного взгляда в ее глаза было достаточно. Они были широко распахнутыми, полными слез и нервно метались от тебя ко мне. Глядя на эту картину, я всхлипнул. Жена Чака стояла позади Лили, мягко подталкивая ее вперед. Вместо носа у нее зияла дыра, а на руках и ногах было много ран, словно кто-то беспорядочно бил ее ножом. В ее руках не было ни пистолета, ни ножа. Почему же тогда твоя мама поехала с ней? «Правоохранительные органы полагают, что последовательность событий разыгралась следующим образом», сказал ведущий с нескрываемым ликованием в голосе. Миссис Хадсон отправилась на кухню, открыла ящик и вытащила самый большой нож. Глаза Лили расширились. Я знал этот взгляд. Я видел его на войне, но никогда не видел его на ней. Худший вид страха – не страх перед другими, не страх за то, что может случиться с вами, а страх за то, что может случиться с кем-то, кто был тебе важен. Затем она почти небрежно направилась на кухню. Я кричал ей, чтобы она остановилась, попыталась убежать, но крик звучал приглушенно, жалко и был полон паники. Мы были пленниками в нашем собственном доме. Всех нас заставляли делать что-то против нашей воли, и худшее было впереди. Когда Лили вошла на кухню, жена Чака подошла к ней сзади, взяла нож со стола и перерезала скотч, обмотанный вокруг запястья твоей матери. Лили могла бы убежать. Она могла бы попытаться схватить нож или один из других инструментов, которые лежали на обеденном столе, но вместо этого она продолжила идти. Ее разум не был затуманен, наверное, только отчасти, потому что я видел ужас и замешательство на ее лице. Она отдавала себе отчет в том, что делает, и это приводило ее в ужас. Лили подошла к ящику, где мы хранили ножи. Я молил, чтобы она не делала этого, чтобы она не слушала их, но она меня не воспринимала. Она открыла ящик, свет от люстры отразился от ножей и ударил ей в лицо. Она протянула руку и коснулась одного из них, как будто ей было любопытно, как будто она никогда раньше не видела их. Затем она, дрожа, вытащила самый большой нож из ящика и развернулась. Эксперты-криминалисты заявили, что миссис Хадсон вернулась на кухню с орудием убийства в руке. Ноги Лили пришли в движение. На этот раз она колебалась, как будто попыталась бороться с невидимой нитью, которая тянула ее вперед. Я видел, как она напрягается всем своим существом, пытаясь сдержаться от дальнейших действий. Какая бы борьба ни происходила внутри нее, Лили, наша Лили, ее проиграла. «По словам судмедэксперта, миссис Хадсон сначала напала на своего сына», — сказал ведущий. «Она двинулась к тебе, приближая острый край ножа к твоей коже». Я закричал, но скотч вокруг моего рта превратил мои мольбы и крики в приглушенное мычание. Она просто продолжила идти, подходя все ближе и ближе. Ее тело было скованным, а движения неестественными. Я знал, как она ходит. Я знал, как она двигалась. Я знал, что тогда это была не она. Ее глаза были полны безумия. Их застилали слезы. Она метала свой взгляд во все стороны, как будто пытаясь найти что-то, что могло бы ей помочь. Ее сознание все еще оставалось при ней. Тебе не следует читать дальше. Никто не должен читать то, что произошло потом. Она подняла нож. Ее рука двигалась жестко, как у робота. Я думал, что все кончено.
Ей оставалось только опустить нож и нанести тебе смертельное ранение. Я буквально физически ощущал присутствие других людей в комнате, присутствие того ведущего в телевизоре. Они наблюдали, ждали, уроды, чертовы ублюдки. Вскрытие показало, что миссис Хадсон нанесла своему единственному сыну 25 ударов ножом, которые пришлись в голову, грудь, горло и живот, сообщил радостный голос ведущего. Глаза Лили расширились. Я видел, как она отреагировала на эти слова. Она никогда не поступила бы так с тобой. Но она не могла противиться. Нож начал опускаться. Медленно, словно Лили пыталась перетянуть на себя невидимый канат и остановиться. Он был все ближе и ближе, в нескольких сантиметрах от твоей правой щеки. Затем она посмотрела на меня. Мои глаза были полны слез, и я не смог увидеть ее взгляд достаточно ясно. Я долгие годы прокручивал тот ее взгляд в голове, пытаясь найти в нем смысл. Я не уверен, но думаю, что она тогда просила прощения. «Пожалуйста, не читай дальше. Пожалуйста». Она снова подняла нож, но на этот раз движение было более плавным. Она ударяла и ударяла и... Если то, о чем мы читали в статье, было правдой, новости о вас каким-то образом заставляли людей делать то, чего бы они никогда не сделали в здравом смысле. Они обладали той же силой, что и статьи, которые могла прочитать только твоя мама. Я хочу, чтобы ты запомнил это. Помни об этой извращенной силе, об этом безбожном способе развращения людей. Потому что твоя мать была особенной. Она была самым сильным человеком, которого я когда-либо встречал, потому что новости о вас не смогли на нее повлиять. Она победила эту силу. Лили направила нож не на тебя, а на себя. Это все, что я расскажу. После того, как она сделала это, ведущий издал нечеловеческий вопль, похожий на безумный звон, который издает радио, если погрузить его под воду. А потом ведущий исчез. По экрану телевизора пошли помехи, вырываясь из динамиков писком и шипением. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что мы теперь одни в комнате. Ни Чака, ни его жены не было, как и настольной игры «Угадай», которая прежде была на обеденном столе. Я, не раздумывая, побежал к твоей матери. Было уже слишком поздно, но я должен был попытаться. Побежав в кухню, я схватил полотенце и рванул к ней, чтобы попробовать остановить кровотечение. Я притянул ее ближе к телефону, одновременно затыкая ее рану и набирая номер скорой. Повсюду была кровь. Она струйками бежала из ран, заливая пол. Но вдруг я увидел, как из ее носа и рта вытекает черный дым. Густой и тягучий. Я задержал дыхание, пока он полностью не исчез, и только надеялся, что он не попал в твои легкие. Только несколько дней спустя я вдруг осознал, что в тот день скотч, привязавший нас с тобой к стульям, исчезли вместе с Чаком и его женой. Ты очнулся, когда медики перенесли тело твоей мамы в машину скорой помощи. Ты пытался подбежать к ней, но я остановил тебя. Ты царапался, пинался и кусался, но я удерживал тебя на месте. Я не знаю, следовало ли мне это делать, и я не знаю, заставило ли это тебя ненавидеть меня. Мне больше нечего написать. Слов больше нет. Моя мать покончила с собой, когда я был маленьким. Я не рассказываю об этом людям. Обычно я только говорю, что она умерла. Большинство людей стараются больше не затрагивать эту тему, а те немногие, кто хочет все же покопаться в моей голове, получает от меня в ответ фразу «Я не хочу об этом говорить». Я никогда не понимал, почему она это сделала. Каждый раз, когда я вспоминаю свою мать, я вижу ее с улыбкой на лице. Таким она была человеком. Каким-то образом она всегда знала, когда у кого-то был плохой день, даже если этот кто-то пытался это скрыть. Так что я никогда не мог понять причину ее самоубийства. Все еще не могу. Если бы до расшифровки записей я знал, что найду запись об истинной причине смерти моей мамы, я бы никогда не стал этого делать. Это было слишком. Тот факт, что она не хотела этого, что она сделала это, чтобы спасти меня, добавил немного осмысленности. Я все еще прокручиваю это в голове. Я буду продолжать писать, но на этот раз более последовательно. Самое трудное, чего я боялся с тех пор, как впервые прочитал эту запись, уже позади. Это действительно была самая тяжелая часть. Спасибо, что вы здесь.